И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами исследовали для себя новый остров и изобрели локацию, которая называется Пристанище Изгоя. Вот здесь разобрались с ведьмами, и у нас остался тут какой-то пленник и еще какое-то непонятно что. Вот. И еще знак боли. Так, давайте его уничтожим сейчас аккуратненько алотом. Вот так. Так, ну что ж. Посреди жилища ведунов стоит котел, наполненный вонючим булькающим варевом. Посмотреть котел. Эта гравировка определенно имеет какой-то важный смысл, но он вам неизвестен. На столешнице нацарапаны схемы разделки туш, словно указания для мясника. Поля этих книг исписаны примечаниями, оставленными дрожащей рукой. Свиток. Зашифрованные заметки. Для написания этих заметок использовался хитроумный шифр, и прочитать их без ключа не представляется возможным. Чтобы расшифровать их, им понадобится обширное знание по истории, алхимическому искусству или умение взламывать коды. Ага, и у нас нет ни одного из этих вариантов. Видите? Интеллект 20. А, подождите, мы их взяли? Нет, мы их не взяли. Эй, ты, подойди. Друг, ты же выпустишь меня из клетки, да? Тама Ватуа. А как мне тебя вызволить? Найди ключ, я говорю. Он должен быть у кого-то из ведунов. А что ты здесь делаешь? Друг, у тебя глаз нет? Я здесь в плену. Кто ты? Тама Ватуа. Прославленный аптекарь, ценная добыча пиратов и все такое прочее. Доводилось уже про меня слышать? Хотя, разумеется, доводилось. Вернусь с ключом. Поспеши, друг, поспеши, я больше не могу здесь торчать. Экера, как же приятно размять ноги. Долгожданная свобода. Для начала скажи, за что тебя пленили? Полная невезуха. Вечно со мной что-то приключается. То пираты, то эти ведуны. И на кой им я? Ради рецепта бальзама? Безумие. Ты знаешь, что ведуны варили в этом котле? Какое-то зелье, в состав которого входят желчь летучей мыши, кошачья кровь и пух одуванчика. Даже я не настолько безумен, чтобы к этому прикасаться, я говорю. Серфен, что, Кэп, не доводилось спивать отвары из желчи летучей мыши? А ощущение на всю жизнь? Серфен тихо посмеивается. Почему ты не уходишь? Ты ведь свободен. Экера, а как ты думаешь, кто собрал эти ингредиенты? Я, Тама Ватуа. Они такие же мои, как и чьи-либо еще, я говорю. Думаю, я какое-то время буду исследовать этот вопрос. Тут много необычных растений, нужно будет дать им имена. А если тебе нужны припасы, Тама продаст тебе все, что сможет найти, Экера. Он учтиво склоняет голову. Что есть у тебя на продажу? О, смотрите, у него тут много всяких зелий. Зелье восприятия пространства. Зелье чудесного исцеления. Одно только. Зелье возвышения, плюс 2 все уровня мощи. Грибная желчь, эффект. Минус 1 класс защиты, урон 7. Поражает врага ядом. Так, костяной панцирь, 4 штуки. Урон 10 дробящий каждые 3 секунды. Минус 35 к скорости действия. Минус 35 к резвости на 30 секунд. Поражает врага ядом после атаки оружия.
Давайте волнистые губки докупим, она нам пригодится. И, кстати... шифр. Так, давайте посмотрим. Все-таки интересно. Расшифровка. Значит, нам нужно алхимию 15, историю 17 или интеллект 20. А у нас алхимия же у кого-то была. Алхимия 20 у Зоти. Вот почему Зоти не может это использовать? Может, получится так? Нет, только главный персонаж. Интеллект 20, а интеллект у нас 10 всего. Ну, мы плюс 10 интеллекта сделать не сможем, к сожалению. Интересно, может быть здесь мы какие-то рецепты откроем, если сделаем это. Ребят, если вдруг проходили, делали, расскажите, интересно будет узнать, что может получиться. Ну, кстати, может быть глотнем? Попить из водоема. Вы голыми руками зачерпываете из водоема и выпиваете то, что не успело убежать между пальцев. Жидкость обжигает язык, а затем нестерпимо жжет пищевод. Сильный ожог. Ладно. Давайте отдохнем здесь. Сейчас посмотрим, пройдет ли это все. О. Так, у нас тут, кстати, уже нечего есть нашему лоту. Пускай будет интеллект плюс 2. Так. Все нормально. Все, мы отдохнули, мы полны здоровья. Мы сохраняемся и уходим. Название острова. Пристанище изгоя. Видимо, этот изгой это и есть этот персонаж. Так. И получается, получен достижение первооткрыватель. То есть, если я правильно понимаю, да, нам можно возвращаться к Сансе. И вроде бы как это последнее, если я не ошибаюсь. Ладно, поехали узнаем. Ну, так далеко мы не можем ходить. Ладно, давайте по чуть-чуть перемещаться.
Кто-то стучится в вашу каюту. Так, не пожалуйте времени и провести с командой ритуал, чтобы заручиться поддержкой Ондры. Это мы уже делали. У меня есть кое-что для твоей книги. Ух, мне всегда было интересно, что там находится. Я даже список составил. Огненные великаны, гигантские огненные муравьи. Но вот до огненных змей не додумался. Стоп, так это значит... Ты сделал это? О, да я бы тебя расцеловал. Подмигнул. Не стоит. Наши имена войдут в историю, это уж точно. Не бойся, Алиторн, самые важные деяния нередко остаются незамеченными. Он серьезно кивает. Книга почти готова. Заходи попозже, и я отдам тебе первый экземпляр путеводителя по архипелагу. Санса хлопает в ладоши, явно с трудом сдерживает, чтобы не броситься в пляс. Мы получили ночь забвения 10 штук. Получен урон минус 20, урон плюс 10, ловкость минус 3. 33 тысячи опыта мы получили. Очень неплохо, очень неплохо. А вот и наш великий исследователь. Я всегда рад тебя видеть, друг мой. Прошу, чувствуй себя как дома. Прошу, как и обещал, твой личный экземпляр. Да, я позволил себе отправить на твое судно небольшой подарок. Надеюсь, понравится. Книга «Исследователь архипелага Мертвого Огня». Подробное описание приключений на далеких опасных островах, о которых капитан Алиторн рассказал автору Сансе из Биаджеппа, им же и написано. Все. Ну что ж, ребят, мы доделали с вами последнее побочное задание. Возможно, конечно, какие-то задания я пропустил. Но теперь у нас нет выхода. Теперь мы отправляемся уже по основному заданию. Ну что ж. Вообще, на самом деле, конечно, это, возможно, не последнее побочное задание, потому что они, возможно, будут открываться по мере прохождения основной сюжетки. Как вы помните, сюжетку мы особо далеко-то и не проходили. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, давайте докупим ремонтных припасов. У нас их не так много, как хотелось бы. Вот, так. Все остальное у нас достаточно. Зверинец. Загон для всех тех дополнительных животных, которых нельзя взять в путь. Он один, что ли, нужен? Капитанская каюка, фонарь Седуса. Но это уже просто внешность. Внешние какие-то моменты для корабля. Мы не будем их брать. Мы просто уплываем. Итак, он ждет в огне. Где нам нужно встретиться с ним? В пепельном чреве. Пепельное чрево, я помню, где-то было. Вот оно, пепельное чрево. Ну что ж, поехали.
Самый высокий из зубов Магран ворчит и дымится. Дым черный, словно погибель. Склон горы разрезает зазубренная трещина, темная и глубокая. Спустя мгновение она наполняется ярко-алым свечением. Расщелина слишком узкая, и непокорный не сможет пройти в нее. Чем ближе вы подплываете к расщелине, тем сильнее кипящие волны раскачивают вашу лодку. По склону горы сползает река бурлящей лавы, исчезающая в темно-синем море. Рокот лавы становится все громче, воздух все жарче. По вашему лбу текут ручейки пота. Раннее лето Приистум, 2824 год. Добраться до Нижнего моста. Эотас вытягивает ауру из столпа сияющей адры, расположенного в центре вулкана, именующегося Пепельным шлемом. Надо отправиться туда, если я хочу встретиться с этим богом. Где же прошел Кхаун? Доки выглядят совершенно целыми. Корпус Дракара покрыт противопожарной смесью. Кожа мертвого гиганта побелела, но все еще горячая на ощупь. Злой тролль. Мы забрали себе тролля. Пока Грок следует за вами. Прикольно. У нас есть карманный тролль. Отмычка. Очаровательно, правда? На обугленных останках узников видны лохмотья моряцкой одежды. Ратун, солдат авангарда. Лежа на камнях моста, гигант держится за разбитую грудь. Месиво из сухожилий и почерневших железных костей. Между пальцев течет огненная кровь. С трудом дыша, воин смотрит на вас. Погашены или раздавлены все. Изменник. Он едва выговаривает. Смесь медленно проступает через извивы на его коже, опутывая его огненным саваном. Мне уже добраться до Эотаса. Служители бога-изменника, будьте прокляты. Он замолкает, из его рта течет жидкий огонь. Что с тобой случилось? Проклятый пожинатель душ, бог лжи, худший из врагов Магран. Из разбитой груди Ратуна течет кровь, медленно сжигая его руку. Добить его из сострадания. Выпей это, тогда все закончится. Он закрывает огненные глаза и облегченно вздыхает, когда вы открываете и подносите к его губам флакон с ядом. Льдистая жидкость действует почти мгновенно, его кожа покрывается инеем. Он остывает, теряя жар жизни. Так стоило поступить, даже если мы и не получили ничего в ответ. Все правильно, капитан. Надеюсь, что нам самим такой яд не понадобится. Хмурится, глядя на огромное трубу. Зоти покачивает фонарем над телом воина, пока облако сияющей ауры не поднимается вверх. Она мурлычет что-то, и фонарь в ее руке становится тяжелее. Кстати, мне что интересно, как там с репутацией у нас, ребят? Давайте посмотрим. Нрав агрессия, щитоносцы святой Эльги. Великодушие. Минус 5 с работорговцами. Даже с принципе у нас 5, кстати, ребят. Это почти максимум, я так понимаю.
Потому что больше 5 нет. Спутники у нас все друг с другом сдружились. С Серафеном только Алот не очень дружит. К сторожевой стене. Ну, хотя бы это значит, что они все мертвы, так ведь? Этот ворот слишком тяжелый и массивный, никому не под силу его поднять. Боевой молот отличного качества. Лом, серебряный клюш. Ворота. Ворота, которые можно открыть без отмычек. Вот так бывает, когда пытаешься помешать Богу реализовать его планы. Рукавицы надежности, зелье большого исцеления, жемчужинка. Ступайте осторожнее, малыши, если вы не умеете летать, конечно. Дайбу Ооса. Максимальное здоровье плюс 15, ловкость минус 1. Нефрит, первобытный огонь, пепельный ключ. Эта часть крепости пострадала из-за обрушения камней. Вот так вот мы бы открыли. Опа. Аратон, солдат авангарда. Смертный в чреве моей богини? Как такое возможно? Огромная воительница разгневана. Ее мускулы ходят буграми, красные отметины на серой коже наливаются жаром. Ты, наверное, желаешь последовать за своим богом-изменником, но этого не случится, потому что я сокрушу тебя здесь и сейчас. Зарыв. Зарычав, она поднимает над головой тяжелый клинок. Но второй великан резко впечатывает свой посох в мускулистый живот воительницы, и та замирает. Ратун, повелитель огня. Стой, Сигрот! Я поговорил с этим гнусным слугой, заблудшего Атаса. А потом ты сожжешь его кость. Бог в статуе сказал мне ждать его здесь, я пришел, чтобы поговорить с ним. Должно быть, ты обладаешь огромной силой, раз тебе удалось привлечь внимание такого гиганта. Он наклоняет голову, касаясь толстыми пальцами заклепок на шлеме. Но ты заявляешь, что не слушаешь ему? Великанша крепче сжимает в руках клинок. Ее мышцы напрягаются, железо постепенно подается. Рекир, отойди. Мы не можем оставлять чужаков живых. Она снова поднимает меч. Пожав широкими плечами, он уходит в сторону. Быть может, и Атас и собирается отомстить последователям Магран, но меня это никак не касается. Не расслабляясь, воин смотрит на тела своих собратьев-ратунов. Они высушены, опустошены, от них остались только пустые оболочки. Если ты знаешь о войне между нами и богом-изменником, то знаешь и причину, по которой он явился в нашу крепость. Он кладет руку на плечо воина и внимательно изучает вас. Ты сразишься с нами, даже не помышляя о бегстве? Мне нравится твоя решительность. Редкий смертный не бежит, встретившись с величайшими воинами Магран. Мы пока не победили воплощенного бога, но это не значит, что мы не победим еще. Батор готовит новую атаку, нацеленную изнутри зазубренной твердыни. Я позволю тебе подобраться поближе к богу, если ты считаешь, что сможешь выжить. Беги глубже во чрево, но знай, что мои собратья могут раздавить тебя. Как мне добраться до Атаса? Все, кто приближается к богу-изменнику, гасли. Ты думаешь, твоя душа продержится дольше, чем кто-то из ратунов? Может, смертные продержатся дольше. Она фыркает, но второй воин не обращает внимания, отвечая на нее. Только святилище Магран в нашей зазубренной твердыне укажет тебе путь к богу-изменнику. Если Магран желает помочь тебе, то обязательно поможет.
Я опасаюсь, что Магран заставит этот вулкан извергаться. Оставшись здесь, вы погибнете. Он неспешно пожимает могучими плечами. Наша служба важна для Магран. Мы будем охранять чрево до самого конца. Вы собираетесь напасть на Ятаса? Сначала мы вернем раненых и их оружие, доставим обратно в зазубренную твердыню. Он кивает. А потом мы убьем Бога. Он шлепает посохом себя по груди, улыбаясь вам. Сигрот, помоги нам с телами, только будь аккуратнее на этот раз. Я ничего не могу поделать, Рикир. Павшие слишком хрупки. Так, ну здесь можно что-то украсть. Давайте попробуем это сделать. Так, и куда нам отсюда идти? Ага, к пепельному мосту. Хорошо. Но там могут быть... они сказали, что там могут быть те, кто нас сокрушит. То есть враги. Хорошо. Не зря я максимального уровня достиг. Найти проход к Ятасу через зазубренную твердыню. Нам нужно из-за этого переживать? Мне казалось, вулканы зубов Магран должны спать, но сдается мне, один из них просыпается. Зазубренная твердыня, сторожевая стена, логово древних. Найти проход к Ятасу через зазубренную твердыню. Ну, сначала в логово древних заглянем, конечно же. Ты ведь не ведешь нас навстречу верной гибели, капитан? Опа. О, ух ты, тут дракошка. Доспехи тела этого Ратуна пробороздили глубокие порезы. Логово древних. Большой огненный Эйдос, магмовый слизняк. Ладно, поехали. Что мы боимся? Так, вот это уже серьезнее. Пепельный чрево сотрясает неистовые толчки. Вулкан все стремительнее готовится к пробуждению. А мне кажется, это был кто-то живой, капитан. Здесь пахнет так же, как в Хель. Мне дядя Ангберт рассказывал в детстве, чтобы я себя хорошо вела. От тела, изуродованного когтями, поднимается аура, похожая на дым. Удивительное дело, но совсем не видно крови. Раны обожжены. Потянуться к душе.
Горячая аура струится между вашими пальцами. Потом вы погружаетесь в лихорадочное видение. Вы величайший из чемпионов, Голиаф среди великанов. Ваша грудь раздувается от гордости. Но есть еще что-то мрачное, странное, пугающее. Оно дремлет внутри вас, как пламя притухшего горна. Скоро вам придется пройти решающее испытание. Вы видите вдали Бога, которого пытались победить ваши братья и сестры, но не смогли. Теперь он насыщается у шпиля Адры, злоумышляя против Магран. С железных цепей, что поддерживают мост у вас под ногами, капает кровь и пот. Внизу простирается чрево, перепаханное захватчиком. Зазубренная твердыня теперь еще полнее соответствует своему имени. Он прошел прямо к шпилю, никто не смог остановить его, он выпил множество душ. Брентиса стоит рядом, она исполнена ярости и знает, что делать. Она слышит голос Магран в пламени. Без промедления она ведет вас в логово дракона. Она призовет чудовище, которое отправится вместе с вами в бой. В пещере темно. Брентиса ждет впереди. Точнее, идет впереди. Она спешит, хотя вы предостерегаете ее. Вы чувствуете, что что-то не так. Жара прокатывается по вашей коже, вы слышите шепот смерти. Ничуть не утешительный, опасный. Бог-изменник разозлил дракона. Брентиса поднимает свое ожерелье вверх, словно для того, чтобы надеть его на дракона. Сияние отражается в ее шлеме. Она восклицает: «Время пришло, Яда! Покорись воле Магран!» Но в ответ стены сотрясаются от землетрясения. Нет, от смеха чудовища. Слева к вам кидается что-то темное, потом обжигающие когти пронзают вашу кожу. «Покойся с миром, воин. Твоя душа со мной в безопасности». Зоти склоняет голову, проводя фонарем над телом сначала от головы к ногам, потом обратно. Далее она тянется к пробитой груди Ратуна. Его душа поднимается от тела и воспаряет к фонарю. С легкой дрожью она скрывается в медной клетке. Дракон. Дракон. Дракон — это интересно. Клянусь горячими потрохами Магран. Да это ж дракон. Из темноты появляется существо, словно бы сотканное из дыма, чешуи, углей и когтей. Хребет и ребра драконихи мерцают жаром, как и огненное озеро у нее под лапами. Она издает звук, похожий на грохот камней. Это не слова, но смысл вы понимаете. Кто еще хочет раздувать пламя хаоса? Ядоферла древняя. Не все еще съедены? Думаю, добавка не помешает. Ну, нет, это вредно для здоровья. Я только что понял, как нам повезло, что раньше мы с такими драконами не сталкивались. Зоти едва не вскрикивает. Дракониха грубо смеется. Радуны вызвали тебя, и ты напал на них? Мы заключили договор очень давно. Договор с этой скользкой Брентисой. Со своей стороны они кормили меня. Но сегодня они хотели отправиться на мне в бой, чтобы мои зубы вонзились в тело Бога. Я — сердце огня, мной нельзя управлять. Ни волей гиганта, ни какими-то безделушками. Что за договор был у вас? Существо хитро смеется. Ратуны должны давать мне плоть и кровь, огонь и золото, а я, когда настанет день, должна сражаться на их стороне. Эта глупая жрица думала, что сможет отправиться в бой верхом на мне, на магме, горящей в горе. Она думала, что сможет мной командовать, поэтому я расправилась с ней. Ратуны подготовили свои условия, когда я только вылупилась из яйца. Теперь мной никто не командует, и я не стану сражаться с Богом ради дураков. Какое облегчение. Я думал, мы с драконом будем сражаться, а это всего лишь большая змея. Дракон фыркает, выдыхая дым. А ты удивительное существо. Может, я разрешу тебе жить? Ты обманул Ратунов. Да, это так, но ты выглядишь куда умнее. Магран пойдет на все, чтобы остановить Иотаса. Если она заставит вулкан извергаться, ты погибнешь вместе со всеми. А можно ли верить словам того, кто явился без приглашения? Даже если так, огонь только придаст мне сил, но не повредит. Поверь мне, дракон, я не стану лгать, когда все так серьезно. Если ты говоришь правду, то я разрешу тебе пройти. Только дураки погибают, сражаясь с богами. Я живу очень долго и буду жить еще дольше.
Я лечу. Расправив крылья, она поднимается из озера магмы в небо. Ну, в общем, драться мы с ней не будем. Убийца драконов. Отлично. Мы получили достижение убийцы драконов, не убив дракона. Чем ближе вы подходите к ауре, слабо мерцающей над сожженным телом Ратуна, тем более явно чувствуете замешательство и горе в ее душе. Обгоревшие пальцы сжимают все еще горящее ожерелье. Даже после смерти жрица не хочет расставаться со своим сокровищем. Потянуться к душе. Вместо того, чтобы кануть в последние воспоминания Ратуна, вы слышите ее крики, спутанные и бессвязные. «Я горю! Я горю! Я горю!» В этом нет удовольствия, мать Магран. Нужно было послушать, когда она промолчала. Но я хотела умереть, чтобы обрести вечное пламя, пожертвовать всем и всеми, победить изменника. Я горю, но не в этом пламени без чести и вечности. Это липкие мгновения позора. Погрузиться в последнее воспоминание. Кто? Кто положит ожерелье перед матерью, чтобы осветить путь? Кто остался? Кто будет охранять священный шпиль, разум матери? Кто спустится в святилище, чтобы встретить изменника? Нет, не я. Я лишь прах, рассеивающийся под дыханием. Последний дым погашенной жизни. Не я. Не та, что почернела, что оставлена пламенем. Оставлена самой Магран. Забрать ожерелье у жрицы. Вы забираете ожерелье, ломая при этом 3 черных сгоревших пальца жрицы. Это вечно горящее ожерелье выковала сама Маграна. Она дорвала его Ратунам в знак признательности за покорность воле богини. Битактен, слово из языка Ратунов, примерно переводится как вечное пламя. С последним движением, последним содроганием душа угасает и перестает существовать. Покойся с миром, жрица. Я заберу твою душу и твои страдания. Успокаивая душу своими увещеваниями, Зоти покачивает фонарем над сгоревшим телом жрицы. От души после полученного ранения осталось еще немного, но несколько мерцающих искр все же поднимаются вверх и теряются внутри фонаря. Вороний клинок Элдриса. Отличное качество. При критическом попадании цель получает плюс 10 единиц электрического урона и плюс 10% урона как электрический. Воронья пожива. Владелец получает плюс 8 единиц здоровья при критическом попадании. Это сокровище дракона, я так понимаю. Точнее, подношение дракона. Охотничий плащ Ай-Аумут. Восприятие плюс 1, плюс 2 скрытность. Скрыться в чаще. Плюс 5 к урону атак оружием из режима скрытности. Плюс 5 к точности атак оружием из режима скрытности. Атаки в режиме скрытности оглушают цель. Ух ты. Это прям классно. Ну понятно, что плюс 4 отклонения тоже неплохой бонус. Ну ладно, пока не будем его. Так. Магмовое озеро. Ну все получается, здесь мы все, что могли сделать, сделали. Ладно. Жалко, конечно, немножко, что мы с драконом не сражались, но, ребята, вы сами видели. Во-первых, мы паладины, Ну хотя как? Паладины, я не знаю, убивают они драконов. Вот. Тут сложно сказать. Этот дракон мне лично как бы не угрожал. Да и в целом, ну, вроде бы норм. Отличное, я думаю, объяснение паладина перед главой своего ордена. Смотрите, мы можем залутать их теперь, а до этого не могли. Интересно. Хорошо. Что мне подсказывает, что зазубренные цитадели... О, смотрите, Каятас.
Вот так живешь, думаешь, что ты великан, а потом к тебе в крепость заглядывает вот такой парень. А вот это весьма точно. Разрушенный участок моста встречает расплывшимся гравием и вывороченными каменными блоками. Вообще, вот мне немножко жалко, что, по крайней мере, пока мы не встретились из такой же локации, как... помните, в первой части было место, где был адровый дракон, вот это вот многоуровневое подземелье. Мне нравился этот Dungeon Crawling, это было очень неплохо. Ратун налетчик. Он пока вроде бы дружественный, кстати. Ну ладно. Заметив вас, воительница с грохотом опускает свой щит на землю. Чужаки в моей крепости, я раздавлю вас, черви и атаса. Показать ей ожерелье. Смотри, ты принадлежала погибшей Брентисе. Ты убил ее? И ее дракона? Утробно зарычав, она перехватывает меч поудобнее. Нет, ее убил дракон, а не я. Она останавливается, мрачно изучая вас. Красные извивы на ее коже переливаются. На ее лице дергается жилка, но оружие она все же решает убрать. Тогда твою судьбу будет решать Батор. Он ждет в дальней части крепости. Давайте исследовать потихоньку. Ну что, кто лучше всех подготовился к бою? Ратун повелитель огня. А в ней есть жар, хотя бы какая-то искра чести. Бомба. Ратун фанатик, Ратун повелитель огня, Ратун налетчик. Украшенный пепельный ключ. Порох. Ратун налетчик, Ратун повелитель огня. В общем, здесь ребятки готовятся воевать. Я так понимаю. Ладно, готовьтесь. Эта часть крепости пострадала из-за обрушения камней. Пожертвовать собой ради богини — лучшая смерть из возможных. Магран будет щедра к его душе. Расколотая фигурка из туфа. Призывает два магмовых слизняка. Лезвия клинков совершенно потеряли форму, они слишком долго испытывали на себе жар.
Смертный, что может... Смертный, что может носить ожерелье? Забавно. А так бы мы получили это ожерелье, только если бы убили дракона, получается. Так, ну я так понимаю, что нам сюда больше вроде бы нет никаких путей. Правильно, здесь закрыто. Вот здесь еще есть место какое-то, куда мы не ходили. Давайте сначала сюда сходим. Рукавица огнеметателя. Точность изобретателя, ловкость +2, +2 пиротехника. Управление заклинаниями, +1 тайные знания, +1 все мощности заклятия. Надо немножко отдохнуть сейчас будет. А если вулкан взорвется, есть ли вероятность выжить у кого-то, кроме Гхауна? Нам лучше поторопиться. Батор. Заметив вас, воевода напрягается и достает булаву из-за спины. Смертные? Как вы сюда попали? Впрочем, какая разница? Я здесь не для того, чтобы сражаться с тобой. Твои слова не имеют смысла. Ратуны сами решают, с кем сражаться. Его слова гулко звучат из-под забрала шлема, но все же он не нападает. Подняв голову, воевода дает знак солдатам подождать. У нас нет причин сражаться, вместо этого мы можем помочь друг другу. Он потирает ладонью шлем, размышляя над вашими словами. Да, в чем-то я с тобой соглашусь. Пока. Эта заслуживает смерти, говорить с ним излишне. Бог-изменник принес войну в пепельное чрево, чтобы досадить Магран и ее ратунам. Воевода награждает вас тяжелым взглядом. По его шее стекает огненный пот. Солдаты рядом стучат оружием по доспехам или по полу, требуя крови. Какое у тебя дело, Каэтасу? Договариваешься, как лучше досаждать Магран? Я здесь, чтобы узнать его намерения на архипелаге. Если ты не собираешься защищать бога-изменника, то я не стану враждовать с тобой. Мы собираемся напасть на Ятаса в глубине чрева. Воевода указывает на святилище Магран позади. Святилище позволит нам спуститься к священному адровому столпу, где сейчас находится бог-изменник. Пропусти меня. Я поговорю с Ятасом и уговорю его покинуть это место. Если бы даже я тебе поверил, то не смог бы такого сделать. Он качает головой, в его глазах светится уверенность. Мы охраняем священные глубины чрева. Никто не может входить туда. Святилище заперто, без ожерения Бетактен оно не откроется, он гордо расправляет плечи. Хранит ожерелье наша верховная жрица Брентиса, но сейчас ее в крепости нет. У меня есть ожерелье. Да, слухи о твоем триумфе опередили тебя. Похоже, тебя нет равных среди твоих собратьев, да и моих тоже. Брентисы с тобой нет, похоже, что она вернулась в вечное пламя. Отметина на его коже тускнеет. А что стало с древней, с Ядоферлос? Без нее победа будет невозможной. А почему ты думаешь, что с ней что-то случилось? Зоти краснеет и выглядит так, словно вот-вот упадет в обморок. Серафян тихо посмеется себе под нос. А с чего это вы решили, что дракониха позволит вам на себе ездить? Вождь склоняет голову, словно обдумывая подлинное значение услышанных слов, а затем, недоверчиво зарычав, сжимает пальцы на рукояти палицы. Ты ответишь мне, смертный, напрямую, без лжи и уверток. Нетерпеливо рычит он. Дракониха предал вас. Он замолкает, отметины на его коже ярко разгораются. Этого я и боялся. После того, как Брентиса не вернулась вместе с чудовищем, у нас нет выбора. Мы отправимся в бой, даже если нас слишком мало. Он обреченно качает головой. Если это будет наш последний бой, мы должны приготовиться к победе или к славной гибели. Если мы потерпим удачу, Если мы потерпим неудачу, Магран отвернется от нас.
У тебя есть право зажечь святилище при помощи ожерелья Вечного Пламени, но мы пока не можем отправиться с тобой навстречу Богу-изменнику. А мне всегда казалось, что для огненной богини она как-то холодна. Ей проще смотреть, как ты умираешь, чем предложить помощь. Платформы святилища поддерживают массивные цепи. То есть мы сейчас просто типа будем спускаться на этой штуке. Вы стоите перед святилищем Магран, богини пламени и войны. Подняв взгляд, вы видите величественное изваяние. Перед вашими глазами начинают пролетать искры. В течение нескольких мгновений царит полная тишина. Ртуны за вашей спиной пропадают, пламя со всех сторон становится ярче и выше. Оно пылает совершенно беззвучно, только жар его реален, вы чувствуете его кожей. Потом раздается скрежет металла, статуя Магран кивает головой, приветствуя вас. Хранитель, нет времени на церемонии. Ее голос истекает изо рта, как лава, глаза горят огнем. Пока мы говорим, и Атас набирается сил от шпиля. Что ты хочешь мне сообщить? Мне пока не удалось поговорить с Атасом. Если ты собираешься отвлечь врага, пока я готовлюсь к войне, поспеши. Она наклоняется вперед, меди ее жилистых рук сверкают в свете пламени. Она берет меч с постамента, и все святилище наполняется нестерпимым жаром. Правда, теперь тебя стоит предостеречь. Я собираюсь заставить вулкан извергаться, чтобы поглотить Иотаса. Советую тебе отступить, если ты ценишь свое смертное воплощение. Мне нужно больше времени, чтобы добраться до Иотаса. Я могу дать тебе лишь несколько мгновений, которые я потрачу, чтобы полностью разогреть это чрево. Потом я не стану останавливаться ни перед чем, даже по твоей просьбе. Ступай, хранитель. Соболезную, если тебе придется умереть. Она прощается с вами простым кивком. На статуе перед вами вспыхивает аватар богини. По мере того, как ее образ угасает, в храме становится холодно и тихо. Хорошо. Ну что ж, ребят, я думаю, что продолжим в следующей серии, потому что там точно будет много разговоров и, возможно, даже бой. Посмотрим, поэтому лучше уже увидим это, когда у нас не будет ограничений по времени. Поэтому на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Мы с вами на финишной прямой. Я думаю, скоро игру мы закончим. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. И до следующей встречи.